Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Ваше ближайшее будущее, Таро расклад. События ближайших дней, Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты. У нас сегодня две колоды, и первая патронажа поддержки ангелов, а вторая колода Дорин Верча. Спроси у ангелов, как бы ответ у ангелов, совет у ангелов. Поэтому мы совет как раз и спросим. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все равно получите. И самое главное, будьте более добры к самим себе, своей душе. Где-то себя не загонять в угол в наше сложное время. Это уже для себя увидеть новые возможности. В описании под видео я оставлю ссылки как и на свой сайт, так и к разным плейлистам на канале YouTube. Вы можете посмотреть разные видео. Я обнаружила случайно, судя по вашим комментариям, что не все ориентируются в навигации именно канала. Не все могут перейти к плейлистам, найти видео. Мы с вами идем дальше, поэтому, кому интересно, переходите и на сайт. Там у меня и гороскопы планетарные, там есть и статьи по психологии. Я думаю, интересную информацию вы для себя найдете. Ну, и смотрите видео, конечно, тоже. Первый вопрос. Что важно знать для вас, мои дорогие тельцы? И первая карта. Может быть, сфера жизни, которой вы будете заниматься на неделе со 2 по 8 сентября. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или какие энергии вам могут помешать? Что же вам будет помогать, что для вас со знаком плюс? Что скрыто? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, энергия денег и личная жизнь. И достанем карту. Совет. Какой совет дадут вам ангелы? Раскроем ее в конце. Что важно знать? Баланс, мои дорогие, от начала до конца. Вот как эта девочка по этой жердочке. Ни вправо, ни влево. Но, кстати, ее никто не принуждает. Она сама себе такой регламент поставила или правило. Или очень захотела себя испытать. И я вот обязательно пройду. Настойчивость, терпение, выдержка. Это все те прекрасные качества, которыми вы обладаете на этой неделе, будут для вас самих особенно важны. И у вас получится пройти по этому узкому фарватеру, словно по канату, и не оступиться. Быть эквилибристом буквально, вот как будто призывают карты. И может быть, представить себе, что вы, знаете, не слишком вот как-то подходить фундаментально к решению того или иного вопроса, а обернуть в какую-то игру. Потому что именно игра еще проходит по этой карте, но это ваша именно игра. Мы ведь говорим, девочку никто не принуждает. Поэтому больше где-то легкости на подъем или каких-то альтернативных вариантов. Рассматривайте все, что вам даже кажется странным или невозможным. И в этом будет ваша сильная позиция. Вы сумеете обойти все острые углы. Или какой-то очень даже узкий коридор возможностей вы увидите. И тоже для себя какие-то бонусы вы там примете, возьмете. Я в этом не сомневаюсь. Неожиданности. Вообще ваша карта нет неожиданностей. Ну, разве что какие-то обстоятельства мелкие, если мы говорим по игре. Может быть, обстоятельства у кого-то и более крупные, но вы их видите. Самое главное, это не то, что сваливается на голову внезапно. Вот то, что уже у вас сложилось до этого периода, возможно, вы и будете решать. Конечно, это может быть как партнер ваш, партнер по бизнесу, партнер по работе, или просто человек, как и вы, в таких же энергиях, надежно уверенных, как и вы, может быть, под знаком зодиака, стихии, земли, ну вот как Телец или Дева Козерог. И вообще по этой карте идут добрые люди, которые готовы
ну, буквально где-то взять и ответственность за вас, или идут наши близкие. Вопросы семьи, вопросы вашей пары, вопросы финансов. Для кого-то те вопросы, которые вы как раз финансовые будете улаживать, может быть, в плане банков. Иногда по этой карте, когда мы обращаемся в какие-то инстанции, и нам нужно, ну, красивую какую-то историю, может быть, документально выразить, какой-то документ важный получить, или согласовать ипотеку, или закрыть, наоборот, какой-то кредит, или вы собираетесь что-то приобрести. Все же статусная больше карта, и у кого-то это будет проигрываться через личную жизнь, или, опять же, через финансы и какие-то инстанции, или составление документов. Чему сейчас не время? Ну, себя буквально обнулить, будем говорить, как и по финансам, так и не время недопониманию. Всегда по пятерке Земли или пятерке Пентаклей проходят два момента, когда нам нужно согласовывать. Это, опять же, деньги и какие-то контакты. Контакты с нашими близкими, может быть, с одним человеком. Может быть, это наш социум. Не обязательно будут люди думать так, как мы, но конфронтации быть не должно. Вот чему сейчас не время. Как и собой рисковать в финансовом плане, наоборот, на сохранение. Иначе карта где-то предвещает о том, что мы можем сейчас чего-то не видеть. И, возможно, совершив какую-то покупку, мы потом пожалеем. Или совершив кому-то помощь. Кто знает, что будет завтра в наше непредсказуемое время. Быть аккуратнее с деньгами, в принципе. Деньги есть у вас. У вас как раз сейчас какая-то, ну, достаточно стабильная позиция. Нам как раз об этом говорит король Земли. Но и где-то это ведь ваши энергии тоже, он большой консерватор. И вы-то тоже больше подходите к некоторым вопросам с позиции материализма или того, что можно осязать в конце концов, а не то, что где-то там в облаках или в намерениях, но нет никакой конкретики. Вот для вас конкретика, она намного важнее, нежели то, что еще так вот обтекаемо. Но и в то же время... Если вы кому-то говорите «нет», это надо сделать элегантно, чтобы кого-то не обидеть или как-то уйти. Может быть, вам придется кому-то говорить «нет» по деньгам. Я такое тоже могу предположить. Давайте посмотрим, что же помогает вам. Трансформация. Ну, такая не совсем простая задача. Денег не даем, но должны со всеми договориться. Или быть лояльными, какие-то отношения на взаимопонимание построить не всегда это просто, потому что, ну, даже наши близкие часто бывают, ну, где-то чересчур материальны или ждут помощи. Но вот вам нужно сконцентрироваться на самом себе или на самой себе, потому что вам помогает буквально трансформация. Вы должны какой-то путь пройти в одиночку словно или успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Правда, 16-й старший аркан я именно так часто трактую, потому что это нам дается какая-то возможность, но у нас нет времени долго размышлять, думать, анализировать. Нам приходится быстро определить, что есть в конкретной данности, наши какие-то возможности, и в то же время понимать возможности. Есть сегодня, завтра их не будет. И ангел берет за руку человека и выводит буквально из этой башни, которая будет через какое-то время разрушена от попадания молнии. И рядом песочные часы и бабочка, кстати. Вот этот эффект бабочки. То, что вы будете делать, говорить на этой неделе, будет где-то иметь вот этот эффект бабочки, да? То есть какой-то резонанс будет иметь. И помни, время пошло. Вообще, если мы так говорим, физиологически наш мозг принимает решение в среднем 15 секунд. Но мы можем думать 5 лет, ну а то и дольше. Ну, я утрирую, конечно, гротеск, но тем не менее. На самом деле мы ведь долго думаем. И так, и сяк, что-то сравниваем, анализируем, а может быть лучше так, а чаще мы хотим, чтобы всем было хорошо, а это сделать вообще архисложно. В итоге мы где-то себя так это постепенно куда-то в угол задвигаем. А у вас трансформация, мои дорогие тельцы. Это она у вас.
не у кого-то. И если есть трансформация, от вас требуются те действия, которых вы не делали прежде. И по этой карте это не просто трансформация идет, это еще и перемены, мои дорогие, и практически освобождение. И это все то, что помогает. И хоть камни с неба, а вы как-то между этими камнями слаломом, может быть, пройдете, но есть как ситуация, так и какая-то, может быть, конкретика из обстоятельств, которую вам нужно учесть и не упустить время. Вот я вижу так. Что скрыто? У вас в себе большой потенциал. Вы можете не чувствовать. Может быть, из-за усталости. Может быть, из-за того, что какая-то брешь была финансовая. Может быть, есть какая-то недоговоренность или ненадежные люди. Или прежде у вас, мои дорогие тельцы, вас часто подводили. Или, может быть, кто-то предавал. Нет доверия людям. Правда, вот может быть и где-то тогда король земли будет говорить, да, вы готовы делиться, но где-то и есть тот пункт, когда вы уже понимаете, я могу себя обесточить, я могу остаться ни с чем. Вы не хотите себе навредить. Карта говорит, от вас никто ничего не скрывает, это ваша сила. Мои дорогие девочки, тельцы, это дважды ваша сила, все же это женская карта, женская энергетика. Это вы для кого-то привлекательны, манящие. Это желание само по себе, может быть, со стороны противоположного пола и, соответственно, интерес в ваш адрес. Вот такое я могу предположить. Вы можете еще пока себя не знать хорошо, как должно. И это относится уже ко всем представителям знака зодиака Телец. Ваша сила. И ваша сила как раз в дипломатии. Обойти, как я вот все то, что говорила, острые углы. Выйти, может быть, сухим из воды. Или пройти по этой жердочке. Посмотрите, тут девочка сама идет. А здесь у вас помогает именно трансформация. Поэтому вот этот узкий фарватер пройти придется. У вас получится. И после этого будет что-то совершенно по-другому. Это внутренние, безусловно, ваши перемены. И вы словно знакомитесь с собой заново. И это новый отсчет времени. И правда, мои дорогие тельцы, даже планетарно, и это не только на этой неделе, вы в течение всей осени за счет большой ретроградности будете разбираться, может быть, с какими-то документами. Для многих из вас, с учетом Урана в вашем знаке, ведь это долгий период. Хотела сделать видео по Урану, но так и не сделала. Но вот если мы про Уран, который в вашем знаке, и ведь он пробудет еще до мая 2026 года. И он с первых чисел, как раз со 2 сентября, он уходит в ретро-движение. Уран это связывают чаще как планета-разрушитель, инноватор, революционер, который что-то резко меняет. Так вот, он менять-то тут не будет. Как раз со 2 сентября он больше... И вот это ретро-движение продлится до конца января 2025 года. Он дает вам возможности какие-то дела завершить, чтобы больше было порядка. Почему вот вам, может быть, и выпадает трансформация, вот этот аркан, как то, что вам полезно. Вам нужно все расставить по местам, мои дорогие тельцы, пока есть к этому время. Потому что если мы забежим немножко вперед, в 2025 году с февраля месяца Уран вернется в прямое движение. Это о чем говорит? Это для всех нас, для всех знаков зодиака, для всего мира. Опять какая-то ломка шаблона может продолжиться. А вы к этому времени занять уже должны к февралю какое-то прочное положение. Поэтому быстро мы не можем что-то сделать. Или решить какие-то вопросы, ряд вопросов. Или расставить даже в нашей жизни все по местам, а потом еще и организовать. И вот вам где-то вот этот период ретроградности для этого и дается. Но ваша сила, вы можете в себе сомневаться. Не сомневайтесь, это вы чего-то не видите. Иными словами, собственных возможностей нового качества жизни. Дела, работа, бизнес. И еще раз нам говорят о том, что баланс, 14-й аркан, конкретно баланс. И сам по себе аркан, как в виде ангела, нам представлен. И это своеобразный компромисс и самоконтроль. Это в первую очередь. И происходит какая-то перемена. Вы что-то будете исправлять. Не торопитесь.
С одной стороны, вы не можете куда-то опоздать. Я сказала, 15 секунд мы принимаем решение. Ну, может быть, не буквально, но, к примеру, обдумывать мы можем долго. Но будет, видимо, на этой неделе какой-то пункт, когда вам 15 минут, может быть, нужно уделить обдумыванию конкретного варианта и определиться в чем-то с точкой. И придется балансировать. Может быть, общаясь с людьми. Может быть, обходя какие-то острые углы в отношениях. Или кому-то вы скажете «нет». Или с чем-то вы согласитесь. Старший аркан, опять же. Поэтому сохраняйте душевный баланс, уверенность и где-то успевайте запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Чего-то не упустить. И здесь могут быть такие подсказки, которые к нам приходят словно извне. Это то, что мы когда-то не видели, а тут мы словно прозрение. И такое тоже может быть. И вот эта двойка Земли как раз и может означать то, что Соломоново решение какое-то примете, что-то важное решается на этой неделе. Или закладывается основа каких-то будущих ваших свершений. Старшие арканы, и у вас 3 старших аркана уже, и все серьезные. Финансы. 8 воды. У кого-то может проиграться буквально переезд. Или по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Или мы делаем какой-то выбор. Так вот, от вашего выбора следом идет какая-то организация. Будет зависеть как раз ваше дальнейшее направление. Это время задавать вопросы. Это когда, в принципе, мы оставляем прошлое позади. И, может быть, какие-то вопросы шаг за шагом вы будете просто закрывать по финансам. Мы уже об этом говорили, но не должно быть какого-то нуля. Какой-то красиво очень вам придется решить финансовый вопрос. Может быть, это связано с тем, что кто-то рассчитывает на вашу помощь. Ну, здесь у каждого по-своему. А вам придется оставаться на своей волне. Еще один старший аркан – это личная жизнь. И в этой колоде карт, вообще это карта Верховной Жрицы, это карта тайны. У нас 2 колонны всегда. Одна светлая, другая темная. Сохраняйте свою независимость. Вообще эта карта еще об интуиции нам говорит. И терпение в первую очередь. Умение увидеть то, что скрыто. И где-то мы с вами об этом говорили, потому что вы сами можете что-то скрывать. И это будет правильно. Карту можно расценивать как совет. Молчание буквально помогает. По личной жизни, значит, есть какие-то нюансы. Может быть, это связано с вашей парой. Может быть, с каким-то прежним недоверием. Может быть, и родственники. Или этот вопрос касается, опять же, финансов. Тут у каждого будет по-своему. Но это старший аркан. Больше воспринимаем как совет и больше молчания. Пока мы какой-то вопрос окончательно не прояснили, пока что-то не расставили по местам, заранее никому не говорить о том, что вы собираетесь делать. И самое главное, не давать никому обещаний. Для вас будет очень важна независимая позиция. Независимая это не значит, что мы через доказательства приходим к этой независимости. Или кто-то с нами согласился. Нет, независимость нужна для того, чтобы была вот эта легкость пройти по какому-то узкому фарватеру. Иначе как можно пройти, если на вас воздействуют и справа, и слева? Или вас отвлекают? Вас не должны отвлекать от какого-то вашего намерения. Серьезная неделя может быть для вас, мои дорогие тельцы. Но я могу также предположить, что и не для всех. Потому что вот эта карта 14-го старшего аркана, карта баланса, будет еще говорить о том, что есть желание расслабиться. У вас, в принципе, на этой неделе так ведь все и неплохо. И если перед собой каких-то, или перед вами не стоит никаких глобальных намерений таких или грандиозных замыслов, то вполне так можно где-то подумать о том, что я расслаблюсь, я устал. Может быть и усталость, хотя ни одна карта нам об этом не говорит, что мы можем расслабиться. Но мы все разные. Давайте спросим карту совет. Как карты видят.
найди лучшую информацию. Как будто ты найдешь что-то еще, ты чего-то можешь действительно не знать. Или по какому-то вопросу есть сведения, как возможно, половинчатые или неполные. В любом случае карта говорит, не основывайся на том, что ты услышишь, к примеру, или вы получаете какую-то новость. Значит, нужно перепроверять. Карта буквально нам об этом. Будь более информированным. Значит, рассмотри любые варианты. И карта трансформации ведь нам тоже говорит о том, что если мы о выводе, о выборе каком-то, или вам буквально нужно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, значит, вам придется, может быть, держать руку на пульсе, отслеживать какие-то события, может быть, даже и новости, где-то это анализировать. Вы можете столкнуться и с фейками, и с какой-то обманной информацией, или как могут вас специально где-то уводить от дел или рисовать вам какую-то другую картину, а для вас быть реалистом просто необходимо. Поэтому в любом случае информации подходите наиболее, ну так конкретно, осведомленно. После этого, с учетом аркана Верховная Жрица, слушать интуицию, проанализируйте все то, что вы услышали, и ваше мнение, оно должно быть, безусловно, независимым. Но вердиктов мы не выносим, потому что концентрироваться нужно на самом себе или самой себе. И кто знает, может быть, у кого-то вот этот переезд, я могу такое допустить. Или какая-то поездка, меня смотрят люди из разных стран. Ведь иногда 16-й аркан мы можем воспринимать как бегство. И я этого не могу исключить. И тогда решение, правда, придется принимать. И с одной стороны конкретно, и с другой стороны это будет то, чего вы раньше не делали. И вполне вероятно, это все вместе где-то может проиграться. Переложите на себя, мои дорогие. Каковы бы для вас, мои дорогие тельцы, не были замыслы, у вас аркан сила, вы можете в себе сомневаться, получится, не получится. Но что бы телец себе не поставил в план, вот так тихо, спокойно, никому ничего не говоря, без лишнего шума, любой план вы можете осуществить. По любой тропинке, дорожке, даже по тоненькой жердочке вы сумеете пройти. Переложите на себя, мои дорогие, я вас люблю, и вы будьте счастливы и любимы всегда.